Всем привет, всем добрый день, девочки, всем привет, мальчики, всем тем, кто вяжет со мной. Я хочу начать записывать для вас видео с таким маленьким красивым медвежонком по бесплатной схеме от одной девушки. Ее зовут Евгения. Полное имя я, к сожалению, ее не знаю. Вот, она, по-моему, не указывает, но ее ник от Инстаграма и ссылочку я обязательно поставлю в описании под этим видео. Там же у нее есть схемочка, подписывайтесь на ее страничку, и там вы ее можете скачать. У кого нету Инстаграма, эта схемка, она есть на сайте, зададите просто в Google Амиморе, и там выйдут все бесплатные схемы, и там же есть эта схемка. Вы, как видите, я навязала его из акрила, и он получается очень маленький. Я же его связала из плюша, и получился он у меня около 30 сантиметров. Перед тем, как делать видео, я решила связать пару пробных медвежат, посмотреть, как они мне будут получаться, поэкспериментировать, сделать ручки вязаные с ножками или посадить их на сустав. Вот. В итоге, связав троих медведей, я решила, что буду ножки и ручки крепить на суставах. Голова сама по себе крепится по схемке на суставах. Вот. А тем, у кого нету сустава, я вам обязательно покажу в работе, где вам нужно будет ручки и ножки ввязывать. Но голову вам придется пришивать тогда, если у вас нету сустава, потому что голова, она не вывязывается. Она вяжется спереди, начиная с носика и туда-назад, поэтому мы ее вывязывать не можем. Но вы можете ее пришить, если у вас таких суставов нету. Итак, огромное спасибо автору за это чудо. Я связала, как говорится, уже троих, да, четвертый родится здесь, и мне кажется, что я не остановлюсь, потому что еще потом будут видео на немецком, и потом у меня еще в идеях сделать еще двоих, наверное, в других цветах и использовать другую фурнитуру, потому что, ну, я уже заразилась, как всегда, и другими медведями. У меня очень сильно, что актуально и любимое, это медведи да зайцы. Вот, ну, не очень я люблю кукол вязать, поэтому вот такая прелесть пока у меня в желаниях. Итак, сейчас я вам покажу, что я связала. Самую первую игрушку я по этой схемке связала вот этого медведя. Вот такой он у меня получился, косолапик. Да, он здесь, девочки, 30 или 35 сантиметров. Сейчас у меня, наверное, здесь мясбанк есть. Так, замерим его. 32 сантиметра он. Да, 31 сантиметр. Симпатичный такой, мне так он понравился. Вот этот вот мужик мужиком прям. Глазки использовала, они 12 миллиметров, такие стеклянные, закрашенные с другой стороны глазки. Комбинезончик, конечно, вяжется спицами. Ручки, ножки я сделала на креплениях. Вот, вот так он выглядит сзади. Хвостика у него по схеме нету. Я так и связала, как шла схема. Но в другом медвежонке, уже в третьем, я решила попробовать вывязывать в комбинезоне дырочку, чтобы получилось хорошее отверстие для хвостика. Хвостика в семке нету, я его потом уже сама связала, да, там из пару петелек. Это был первый мой медведь. Так, секундочку, сейчас камеру немножко подниму наверх. Так, это первый косолапый. Потом я связала такую же, только девочку. Она у меня получилась вот такая. Красавица. Мне так нравится. Косыночку я уже потом от себя решила связать. Тоже очень легко она вяжется. Я ее в этом видео вязать не буду, но я вам объясню, как она вяжется. Очень легко. Единственное, что можно было бы, конечно, также сделать отверстие для ушек, но у меня ушки так были практично пришиты в этом случае, что я оставила, как она есть. Вот, просто завязывается. Здесь тоже я не делала хвостика, но в третьем медведе я его сделала. Использовала глазки, они у меня 14 миллиметров. Получилась она чуть-чуть, мне кажется, меньше. Чуть-чуть меньше, потому что эту пряжу я использовала от, знаете, какой марки? Вот от этой марки Chenille Baby, вот эту пряжу. А эта пряжа я использовала Himalaya Dolphin Baby. И она почему-то по качеству была чуть-чуть тоньше, поэтому она получилась слегка меньше.
Вот. Но мне очень понравились эти глаза. Иногда с рисованными глазками прям вообще чудо. И здесь, девочки, я руки ввязывала. Руки, они вязаны, так же, как и ножки. Но мне больше нравится на суставах. Хотя, если вы его в комбинезон оденете, здесь без толку. То ли они на суставах, то ли они вязаны. Потому что в таком одеянии, ну, его не посадишь, да, он как будто в пеленку укутанный. Такой он ам, плотно за как она называется? Плотно упакованный, я вам так скажу. Если, конечно, вы вяжете по этой схеме комбинезончик и останавливаетесь где-то тут и вяжете просто резиночку для этого медведя, то, конечно, она практична, вы его можете и посадить, и все. А сейчас, ну, не смогу я его посадить, потому что он весь запакованный. Вот так же с девочки, например, можно сделать, да, что остановиться здесь и просто пару рюшечек провязать, чуть-чуть подлиннее. Будет платьюшко, а не комбинезончик. Вот такие рюшечки, если в конце сделать. Вот такой у меня третий косолап получился. И еще один косолап. Тоже девочку я связала. Ну, вернее, они, в принципе, все одинаковые. Единственное, только что если вяжешь косыночку, то получается автоматически девочки, конечно, розовый цвет. Вот, я использовала здесь глаза чуть-чуть побольше, они у меня 14 миллиметров. Решила взять эти глазки в цвет и слегка их туда утопила, потому что они сами по себе глаза круглые, и не хочется, чтобы они у него как на выкат были, да, а хочется, чтобы они более живые смотрелись, и поэтому я эти глазки посадила так и утянула их так, чтобы они наполовину были закрыты, вот, даже, можно сказать, из-за этого носика. Вот. Ушки, все, все на месте. Здесь, в принципе, можно было сделать отверстие, но я не стала. Вот. И здесь, девочки, я вязала ручки и ножки, тоже я делала на крепление, и здесь я провязала уже хвостик. Вот, и мы будем эту дырочку делать в этом видео. Связала ему хвостик и вывязывала дырочку, когда вязали комбинезончик. Вот. Косыночка, она вяжется, я набирала просто 80 петель для этой и для этой 80 петель. Провязала один ряд лицевыми, и потом уже со следующего изнаночного ряда я провязала в каждом начале и конце, делала по одной убавке. Например, на изнаночный ряд перевернула вязку, провязала первую петлю убавку, довязала до конца рая убавку, повернула, у нас лицевой ряд, опять убавка, провязала до конца убавка. Я в каждом ряду делала по краям убавки. И потом она уменьшается, в принципе, и все. И в конце я не всегда довольна своим рядом кромочным. Поэтому мне захотелось сделать крючком вот такие вот рюшечки. Для этого я просто брала, вязала один столбик без накида, провязала, потом провязала 5 воздушных петель, и в следующую петлю, в этом случае, здесь они как арочки такие получаются, провязала столбик без накида. И так полностью обвязку сделала только вот этого угла. И получилась вот такая. Единственный минус, что при этой платочной вязке вот этот хвостик, он закручивается. Его нужно будет просто отпарить с марлей, да, утюгом, чтобы он не закручивался. И все. Можно связать здесь шапочки и все такое. Это уже на ваше усмотрение. Я свяжу просто вот такого одного косолапого в комбинезончике. А там уже, если у меня будет желание, я буду экспериментировать, тогда могу и полосатым его сделать, да, если, например, воротничок одним цветом, вот до этого места, например, красный, белый, и потом здесь чередовать в полосочку белый-красный, обвязка красная, да, и вот что-то вот в этом роде, может быть, даже такого я свяжу и на немецком, я еще думаю, вот. Вязать я буду в этом видео коричневым цветом из этой пряжи. Вот она, эта пряжа сейчас у меня клубок здесь, по-моему, да. Вот она. Chanel Baby. И здесь метраж идет точно такой же, как и у Himalaya Dolphin Baby. Цвет 141. И вот этот лот тоже очень важен. Потому что иногда бывает такое, что цвет вроде бы один номер, а идет все равно различие. И все зависит от этого номера. Я пару раз так лопухнулась. На него никогда внимания не обращала, но да. Метраж 100 грамм на 120 метров.
Вот эту пряжу я буду использовать. Вот этот медведь был с ней связан. И комбинезончик, я думаю, будет у меня белый. Хочется в белом его связать. Вот. Глазки какие я буду использовать, я не знаю. Посмотрим уже в работе. Но хочется, чтобы оно все как-то, ну, как комбинировало. Или, может быть, даже классические, простые такие глазки, черненькие. Но я думаю, что вот эти глазки уже даже чуть-чуть великоваты. Для этого медведя я бы взяла бы еще меньше. Может быть, это 12 миллиметров. Вот чем меньше глазки, тем они красивее как-то смотрятся на этом медвежонке. Потому что сам медведь тоже небольшой. Ну все. Показала я вам мою коллекцию. Вот таких вот, с такими глазами я бы много бы навязала. И я думаю, что впереди у меня отпуск летом. И, наверное, я повеселюсь. Итак, вяжем ручки. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Затягиваем и вяжем 6 прибавок. В каждый столбик вяжем одну прибавку. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Так, у нас должно быть 12 столбиков, как посчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз, и потом 2 ряда без изменений, 18 столбиков. Так, провязала эти ряды, теперь мы вяжем с вами 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5 и провязываем 4 подряд убавки. Одна убавка, вторая, третья, четвертая. До конца ряда опять 5 столбиков. Следующий ряд 5 столбиков, 3, 4, 5 и теперь 2 подряд убавки. Одна убавка, вторая убавка. До конца ряда у нас опять 5 столбиков. Так, у меня сейчас 12 столбиков. И мы должны провязать наверх 13 рядов, 12 столбиков. Окей? И низ лапки заполняем ватой. Так, девочки, я провязала 13 рядов. И в этом моменте сейчас те, кто хочет ноги ввязывать и руки, да, то вы сейчас складываете вот эти две детальки пополам и провязываете за обе стеночки. Вот. А потом уже, когда мы свяжем тело, я вам покажу, где их ввязывать. Для тех, кто вяжет, как и я, вместе с суставчиками, то можно, в принципе, уже вот в этом месте сустав вставить. И мы делаем убавки. Делаем 6 убавок, а потом просто все петельки затягиваем. Смотрим, чтобы ровно было. Затягиваю я потом их цыганской иголкой. Провязываем 6 убавок. Так, иголка. Ну, вернее, крючок немножко толстый. Здесь сустав мешает.
Давай. Вторая убавка. 3. 4. 5. 6. Так. Заполняла я ножки вот до этого места ватой. Здесь у меня все пусто, чтобы здесь плоско было. Так, свет включу. Теперь берем цыганскую иголку и затягиваем вот эти остальные все петельки. Делаем узелок. И прячем куда-нибудь внутрь эту нитку. Ну, сейчас посмотрим, ровно или нет получилось. Да, более-менее все ровно. Только здесь я ее потуже вязала, чем чувствуется, наверное. Вчера связала эту лапку, поэтому всегда у меня один день одна идет стяжка, а другой день совсем другая. Но руки, они одинаковые. Так, вяжем теперь ноги. Так, теперь вяжем ножки. Я, наверное, не сказала, да, ножки я использовала... В ножке использовала 25 миллиметров суставы, а в ручке 20 миллиметров суставы, да, но это я тоже все напишу в описании под видео. Итак, ножки выглядят вот так, они коротенькие, косолапенькие. И начинаем вязание из 5 воздушных петель. Так, вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую петлю мы вяжем прибавку. Далее мы вяжем 2 столбика. В последнюю петлю мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Поворачиваем работу и вяжем 3 столбика по этой цепочке. 1, 2, 3. У нас сейчас 10 столбиков. Следующий ряд провязываем 2 подряд прибавки. Тут у нас будет первая прибавка. Тут вторая прибавка. Теперь провязываем 2 столбика. Потом провязываем 3 подряд прибавки. 1, 2, 3. Далее провязываем 2 столбика и 1 прибавка. Здесь ставим маркер, и у меня сейчас 16 столбиков. Следующий ряд провязываем 1 столбик, 1 прибавка, и так 2 раза.
столбик и прибавка, столбик, прибавка. Теперь провязываем 2 столбика. Далее вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, и еще 1 столбик и прибавка. Далее вяжем 2 столбика. И у нас еще остается 1 столбик и 1 прибавка. Ставим сюда маркер. У нас сейчас на данный момент 22 столбика. Провязываем 2 ряда без изменений, 22 столбика. Так, провязала я 2 ряда. Теперь мы вяжем с вами 3 столбика для смещения ряда. Да? Мы начало ряда смещаем на 3 столбика вперед. 1, 2, 3. Ставим здесь сейчас маркер, передвигаем его сюда. Далее вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем 1 столбик, 1 убавка, и так 3 раза. Столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка. Далее вяжем до конца ряда 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, я свой маркер тоже передвину. У меня сейчас 19 столбиков. Далее провязываем 4 столбика. 3, 4 и провязываем подряд 5 убавок. 1, 2, 3, 4, 5. И до конца ряда у нас 5 столбиков. 3, 4, 5. У нас сейчас 14 столбиков. Следующий ряд 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Потом провязываем 2 убавки подряд. 1 убавка. 2 убавка. И до конца ряда 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Так, у нас 12 столбиков, и мы провязываем 1 ряд без изменения, 12 столбиков наверх. 1 ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, следующий ряд вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем 2 подряд прибавки.
одна прибавка и вторая прибавка. До конца ряда 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. У меня сейчас опять 14 столбиков. Теперь провязываем 5 рядов наверх без изменения 14 столбиков и заполняем ножку ватой, чтобы она вот кругленькая такая была. Так, я ряды провязала. У нас сейчас следующий ряд мы должны провязать. У нас сейчас 14 столбиков, и мы должны провязать 13 столбиков, одну петлю не довязывая. Провязываем просто без изменений один ряд, но не довязывая одну петлю. Это значит 13 столбиков. Провязала, и теперь мы делаем один ряд с убавками. Мы провязываем одну убавку, пять столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И опять одну убавку и 5 столбиков. Так, у меня сейчас на данный момент 12 столбиков. И следующий ряд мы провязываем 6 убавок. И потом закрываем, как и тут уже закрывали, да, это отверстие. Я вставлю сейчас сустав. Так, смотрим. Ножки 2, они вяжутся одинаково. Изменение формы только происходит через наполнение ваты. Да, вот я наполняю вату и стараюсь, например, вот эту часть выделить более чем эту, чтобы она выглядела как левая. Это более, чтобы выглядела как правая, да. Вязка вся одинаковая, только это от вас уже зависит, как вы ее наполняете. Вот. Смотрим, где у нас сустав, так, чтобы он ровненько был. Немножко косолапости я здесь обязательно сделаю. Так. Я думаю, что нам нужно будет его ввести сюда. Вот в это отверстие. Сейчас посмотрю, на том ли это уровне, чтобы одинаково было. Так. Да, все одинаково. И теперь я буду просто закрывать. Закрываем 6 убавок. Делаем. Раз. Два. Три. И так далее. Для тех, кто ножки ввязывает, то вы на этом месте, где я сейчас делаю 6 убавок, вы их точно так же складываете и провязываете за обе стеночки, а потом будем ввязывать в тело. Окей? Итак, убавляем до конца и закрываем иголочкой эту дырочку. Так, девочки, ручки, ножки мы связали, и теперь будем вязать с вами тело. Мы начинаем тело, как всегда, по схеме, прибавками, начиная с кольца амигуруми. И будем прибавлять эти петли до 48 столбиков. Итак, в кольцо амигуруми вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем, делаем прибавки. Одна прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая прибавка. У нас сейчас 12 столбиков. Следующий ряд провязываем 1 столбик, 1 прибавка. Итак, 6 раз. Значит, весь ряд. 1 столбик, 1 прибавка.
столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. И последний столбик и прибавка. Так, у нас сейчас 18 столбиков. Ставим маркер и точно так далее прибавляем. Прибавляем до 48 столбиков. Это значит, следующий ряд у нас 2 столбика прибавка, и так 6 раз. Потом вяжем 3 столбика прибавка, и так 6 раз. Потом 4 столбика прибавка, и так 6 раз. Вяжем до тех пор, пока мы с вами не провязали ряд 6 столбиков прибавка, и так 6 раз. У нас будет с вами 48 столбиков. Потом вяжем вместе далее. Так, я провязала эти прибавки, у меня сейчас 48 столбиков. Мы должны сейчас провязать без изменения наверх 8 рядов. Вот, те, кто хочет ножки ввязывать, вы должны сперва один ряд провязать без изменения. Во втором ряду вы ввязываете ноги. И потом провязываете еще 6 рядов без изменения наверх. Те, кто ножки крепит на суставах, мы сейчас просто провяжем 8 рядов без изменения. 48 столбиков. Так, девочки, я провязала 8 рядов наверх и примерно уже поставила, где у меня должны быть ножки. Итак, ножки я поставила именно по бокам. Тут у меня начало ряда. И сидят они у меня в этом месте. Смотрите, вот я сделала прибавки, да? Вот последний ряд с прибавками. Вот она, эта галочка. И потом идут 2 ряда из 8 наверх, просто без изменения. И вот между этими двумя рядами тут у меня сидят суставы. Именно в этом же месте девочки и ввязывают ножки. Тогда они смотрятся вот так. Мне нравится эта позиция, я так ее оставлю. Если ножки сместить чуть-чуть назад, то будет животик круглее у медведя, но сзади пупец будет очень плоский. Тоже смотрится так себе, на любителя. Поэтому я решила их именно в серединке. Ну, я имею в виду по бокам, посередине, да, позиционировать. Так, идет шайбочка на сустав. И потом идет такое крепление. Еще раз щелкаем, чтобы он 2 раза щелкнуло. У меня 2 раза. Очень плотно сидит. Также шайбочка идет. И потом крепление. Ну, вот такой косолапик будет получаться. Вяжем далее по схеме. Мы провязываем сперва 16 столбиков без накида, да? 16. Провязала. И теперь мы будем делать убавки. Эти убавки у нас должны быть именно на животике, здесь в середине, да, спереди. Поэтому обратите на это внимание, что вот тут мы начали делать одну убавку, тут вот она должна закончиться, а не где-то тут, да, обязательно, вот это очень важно. Если же они у вас не получаются посередине, то вам нужно распустить этих 16 столбиков и чуть-чуть идти или вперед петлями смещениями, или назад, провязать их просто, да, сместить ряд, чтобы убавки были здесь в середине. Итак, вяжем одну убавку. Теперь провязываем 1 столбик, 1 убавка, и так 5 раз. Столбик, убавка, раз, столбик, убавка, 2, столбик, убавка, 3, столбик, убавка, 4, столбик, убавка, 5. И до конца ряда у нас остается 15 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 15. Вот. Вот тут у меня была последняя убавка. И тут я с убавкой начала. Вот тут. Прям в середине они у меня получились. Для этого вы должны именно в середине сзади стоять. Далее мы провязываем 2 ряда без изменений, 42 столбиков. У нас сейчас 42 столбиков, провязываем 2 ряда. Так, девочки, провязала эти 2 ряда. Следующий ряд провязываем 17 столбиков. В самой схемке здесь маленькая отпечатка. Здесь стоит 7 столбиков, да, чтобы вы знали, 17 столбиков. Провязываем 17 столбиков. Провязала. И теперь вяжем 1 убавка, 1 столбик, и так 2 раза. 1 убавка, 1 столбик. Опять 1 убавка, 1 столбик. Потом провязываем 1 убавку и 17 столбиков до конца ряда. Довязала, и у нас сейчас 39 столбиков. Мы должны будем провязать 2 ряда, 39 столбиков. Если вы хотите, вы можете уже наполнять ватой. Я пока еще оставлю. Провязываем следующие ряды. Провязываем 16 столбиков. Теперь провязываем 3 убавки подряд. Одна, вторая и третья убавка. Потом провязываем 15 столбиков. И в самом конце 1 убавку. Окей? 15 столбиков и 1 убавка. Так, провязала следующий ряд. Провязываем 10 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь провязываем 1 убавку. Потом провязываем 2 столбика. 1, 2. Теперь 1 убавка, 1 столбик, так 2 раза. 1 убавка, 1 столбик. 1 убавка, 1 столбик. Теперь опять провязываем 1 убавку. Потом 2 столбика. Теперь 1 убавку. И до конца ряда 9 столбиков. Так, девочки, у меня сейчас 30 столбиков, и мы должны будем провязать 1 ряд без изменения 30 столбиков. Так, девочки, я провязала этот ряд и заполнила тело ватой. Вот так он, медвежонок, сейчас у меня выглядит. Сбоку, так сзаду. И провязываем теперь следующие 2 ряда с убавками. Провязываем 9 столбиков. 9 столбиков и 1 убавка. Провязала. Теперь провязываем 3 столбика и потом убавка. 1, 2, 3. И провязываем 1 убавку. Далее вяжем 3 столбика, убавка. Убавка. И до конца ряда у нас еще 9 столбиков. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 и 9. У нас сейчас 27 столбиков. Провязываем следующий ряд. 8 столбиков убавка. Провязала. И далее вяжем 2 столбика убавка, 2 столбика убавка. Раз, два, убавка. И 2 столбика. Раз, два и убавка. До конца ряда у нас остается 9 столбиков. Провязываем их. Так, я провязала до конца, и у нас сейчас 24 столбика. Мы должны будем провязать один ряд без изменений, 24 столбика. Для тех, кто ручки ввязывает, именно в этом ряду вы должны будете ввязать руки по бокам. Вот. Для тех, кто делает суставами, мы сейчас провяжем этот ряд без изменений и потом закрепим руки. Так, я приготовила крепление. Руки, они должны симметрично лежать ногам. Я думаю, что нужно будет нам 3 ряда вниз отойти. Раз, два, три. И где-то вот здесь или вот здесь скрепить. Вот так, я думаю. Они должны слегка лежать на ногах, эти руки. Здесь у нас еще будут убавки, да, еще будет ряд с убавками, и будет еще ложиться крепление 4,5 сантиметра. Вот. Точно так же я буду крепить на другой стороне. Симметрично ногам иду. Раз, два, три. Наверное, где-то здесь. Сейчас посмотрим. Так же вроде бы. Или еще чуть ниже сделать, чтобы сильно оно в голову не упиралось. Мне кажется, оставить как оно есть. Вот так я оставлю, девочки. Потому что еще идет у нас один ряд с убавками, 2 столбика убавка, и так 6 раз, и один ряд без изменения 18 столбиков. Потом вставляется сустав, и потом сустав закрывается. Для тех, у кого нету суставов для головы, вы должны будете на 18 столбиков, у вас остается отверстие, вы должны оставить так, как оно есть, не закрывая. Это значит, мы должны будем сейчас провязать один ряд, 2 столбика убавка, и так 6 раз, и один ряд без изменения 18 столбиков. У вас нету суставов, вы вяжете отдельно вместе со мной голову, и потом эту голову пришиваете. Пришиваете, захватывая эти петли, которых тут у нас 18 останется, вместе с головой пришиваете эту голову. Конечно, сустав в этом случае это прям оптимально, потому что голова сидит так плотно, она уже на 100% ровно сидит, если вы ее ровно опасаете, да, потому что я пришивать не люблю, и можно эту голову крутить во все стороны, и ну просто удобно оно. Все, я буду так крепить, как они есть. Вот. И как я уже сказала, провязываем один ряд, 2 столбика убавка, и так 6 раз, и один ряд 18 столбиков. Так, я провязала эти ряды и очень хорошо наполнила ватой, чтобы вот этот сустав плотно сидел в шее, голова не болталась. Вот, и теперь я буду просто убавлять. Я буду убавлять каждые 2 столбика вместе. Чтобы его закрыть. И так по кругу, пока он полностью не закроется.
Так, девочки, вот я закрыла полностью весь сустав. Нитку я потом спрячу внутри, и здесь будет крепиться голова. Нам еще нужно связать голову, ушки и хвостик. Хвостик в этой схемке не вяжется, ну, вернее, у автора его нету, она просто в комбинезончик его одела и все. Но два пробных я таких связала, в принципе, ну, что он есть, что его нету, этого хвоста, да. Вот, я их оставила без хвостиков, но этого я хочу сделать с хвостиком, потому что третьего пробного я связала и сделала в комбинезоне специальную дырочку для хвостика, и она очень красиво получилась. И поэтому давайте тоже хвостик в этом случае свяжем. Так, вяжем хвостик. Для этого кольцо амигуруми и 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем и вяжем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь провяжем еще один ряд с прибавками. 1 столбик, 1 прибавка. И так 6 раз. 1 ряд. Столбик, прибавка. Это уже 3. 4, 5 и 6. Вот, теперь провяжем, давайте провяжем 1 ряд без изменения. Провязала, и теперь я его буду просто убавлять. Я буду по 2 петли провязывать вместе. Если вы хотите, чтобы он у вас был чуть побольше, провяжите еще 1 ряд без изменения. Я не хочу, чтобы у него был сильно. В принципе, у медведя там хвостик, он еле видится. Поэтому зайчику я люблю, да, такой беляш делать сзади. Медведю, ну, у меня, я, знаете, я даже бы в этой схемке, я бы даже и оставила без хвостика. О, у меня нитка кончилась, прикиньте. 1 клубок ушел. Что я связала? Вот, 1 клубок. Я думаю, что мне на голову и на ушки надо будет еще полклубка. Ну и что теперь я сейчас буду делать с этими остатками? Вот, ну, в принципе, закрываем до конца, и мне придется другой ниткой пришивать. Хотя я хотела это пришить. Надо же, прям на хвост хватило и все. Окей. Чуть-чуть ватки туда. Ну, вот такой хвостик. Для него это достаточно, мне кажется. Сюда его шьем. В принципе, он даже большой получился. Вот так. Пришиваем его потом, окей? Good. Итак, вяжем с вами далее мордочку. Для этого мы набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую петлю мы вяжем прибавку. Потом провязываем 2 столбика без накида. И в последнюю петлю провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Поворачиваем работу и на другой стороне провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. У нас сейчас 10 столбиков.
Следующий ряд. Вяжем 2 подряд прибавки. 1 прибавка, 2, потом вяжем 2 столбика, теперь вяжем 3 прибавки, 1, 2 и 3. Теперь провязываем на другой стороне 2 столбика и 1 прибавку. Так, у нас сейчас 16 столбиков. Вот тут я сейчас поставлю маркер для себя. И вяжем далее. Один столбик, 1 прибавка, и так 2 раза. 1 столбик, 1 прибавка. Столбик, прибавка. Теперь провязываем 2 столбика. Далее вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка и последний столбик и прибавка. У нас остается еще до конца ряда 2 столбика и 1 прибавка. У нас сейчас 22 столбика. Ставим маркер и провязываем 2 ряда без изменений, 22 столбика. Так, я провязала 2 ряда, 22 столбика. И теперь нам нужно будет, следующий ряд у нас будет с прибавками. У нас будет 8 прибавок из полустолбиков с накидом. И все вот эти прибавки, они должны произойти у нас вот тут. Прям вот эта вот линия с воздушными столбиками, да, это вот мордашка вот так ровненько должна смотреться. Здесь у нас будет носик, вот, и потом здесь у нас будет такой подъем для глаз и самой головы, лоб и все такое, да. Вот, так как я 3 медведя уже связала, и я поняла, что здесь нужно, несмотря как вот по схеме идет 4 столбика, да, сейчас вяжется, потом прибавки, нужно еще провязать 2 петли смещения. Вот, почему? Потому что если я эти 2 петли смещения не провязываю, то у меня сами прибавки, они получаются не ровно вот над этой линией, да, а получаются они вот так вот. И потом мордашка получается кривая. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, связано из-за пряжи. Потому что если автор эту схемку сделал и написал именно 4 столбика без накида, а потом прибавки, да, то значит у нее оно все и получалось как есть. Но у меня, у всех 3 медведей было такое немножечко искажение. Так же называется, да? Искажение. Вот. Искажение. Искажение этого. Ай, кошмар. Кстати, я забыла, как называется вот эта полосочка. Я уже 3-й раз переписываю этот кусок, потому что, мне кажется, мне уже демент начинается. Как называется эта полосочка с 5 воздушными петлями? Это пипец какой-то. Вот забыла и все. Представляете, я уже 3-й раз стираю, потому что я впадаю здесь в смех и остановиться не могу. И опять же, я все равно забыла, как называется эта линия с 5 воздушными петлями. Да, сейчас не страшно. Короче, девочки, вы, конечно, можете попробовать. Да, вот мы сейчас, вот сама эта схема, как мы провязали сейчас 2 ряда. По схеме идет 4 столбика без накида, потом здесь отпечатка. Это идут 8 прибавок из полустолбиков с накидов. Здесь не хватает одной П. Да, это просто маленькая отпечатка. Вот.
Вот здесь бы я бы еще сделала бы 4 столбика и плюс еще 2 петли смещения, еще бы 2 столбика без накида бы провязала. Тогда у нас вот эти прибавки, они будут прям, экзакт, прям вот над мордашкой, которая вот будет нам вот так в лицо смотреть. Если бы мы эти смещения петли не сделали, да, то у нас бы воздушные, вот эти вот прибавки были бы вот тут, вот так. То искажило, смести... сместилось бы все, и было бы очень, очень криво. Вот, все. Короче, давайте или вы вяжете по схеме и посмотрите, что у вас получится, или вы вяжете со мной, потому что на 3 медведях я уже поэкспериментировала. Итак, мы вяжем по схеме. Автор говорит 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот так. Теперь нужно будет нам провязать 8 полустолбиков с накидом. Это значит, у нас отсюда начинаются, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот тут у нас закончатся вот эти прибавки. И у нас тогда, если так посмотреть, вот так должно быть. Чтобы так не было, мы провязываем еще 2 петли смещения, да, 2 столбика без накида. 1, 2. Вот, теперь мы ровно стоим, и теперь мы можем легко здесь сделать 8 полустолбиков с накидов, прибавок. Делаем накид. Ой, это длилось не чуть-чуть, ну ладно. Делаем накид и провязываем с вами одну прибавку из полустолбиков с накидом. Опять накид и туда же, да, вот это одна прибавка. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И последняя прибавка. 8. Так, теперь смотрите, видите? У нас теперь вот эти прибавочки, они прям ровненько, как положено, вот над этой линией ровно. Идут теперь наверх, окей? Вот. Ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Мне не всегда легко это объяснить, но я думаю, вы понимаете. Далее у нас идут 10 столбиков. 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видите, у нас тут было бы начало ряда, но так как мы 2 петли сместили, у нас и смещается начало ряда. Это было 8, 9, 10. И здесь ставим маркер. Знаете, может еще это зависит от плотности вязания. Я вообще-то плотно очень вяжу, хотя и крючок у меня такой не тоненький, да. Но я не знаю, почему у меня не получается прям ровно на мордашке здесь, на том месте, где они должны быть эти прибавки, поэтому у меня это смещение. А вы попробуйте из-за любопытства. Вот. Далее, следующий ряд. У нас сейчас 30 столбиков. Следующий ряд мы вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И теперь провязываем 1 полустолбик с накидом и 1 прибавка из полустолбиков с накидом. И так 8 раз. Окей? Делаем накид. В первую вот эту петлю провязываем просто полустолбик с накидом. Делаем опять накид. И в следующую петлю провязываем прибавку из полустолбика с накидом. Это прибавка. И так 8 раз. Это у нас было 1 раз. Это 2.
Это 3. Четыре. 5. 6. 7. И последнее. 8. Смотрите, как красиво получается. И у нас до конца ряда 10 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас сейчас 38 столбиков. Провязываем один ряд без изменения 38 столбиков. Так, провязала я эти 38 столбиков и вяжем далее. Я поставлю здесь для себя маркер. У нас еще пару рядов, по-моему, 2 ряда, наверное, еще с прибавками. Итак, вяжем 5 столбиков прибавкой, так 2 раза. Раз, 2, 3, 4, 5 и делаем прибавку. Далее. Раз, 2, 3, 4, 5 и делаем прибавку. Далее вяжем 8 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вяжем опять одну прибавку. 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Вяжем одну прибавку. И до конца ряда 11 столбиков. So, провязала. У нас сейчас 42 столбиков. Теперь мы вяжем одна прибавка, 6 столбиков. Или, ну, мне удобнее по-другому говорить. 6 столбиков, прибавка. И так 6 раз. Окей? 6 прибавка, 6 прибавка. И так весь ряд. И у нас будет 48 столбиков. Так, девочки, я провязала эти ряды. У меня сейчас 48 столбиков, и мы должны будем провязать 8 рядов без изменения. Когда мы эти 8 рядов провяжем, я принесу всю ту фурнитуру, которую я бы использовала для этого медвежонка. Принесу сам суставчик, чтобы закрепить, и поэкспериментируем. Если честно, я еще не знаю, какие глаза сюда здесь буду использовать. Но мне хочется взять не те, которые я уже вам вначале показывала. Хочется что-то другое взять. У меня там еще есть глазки. Посмотрим. Уж если вязать, то пусть у 3 будет разные, чтобы примерно люди могли ориентироваться, какую фурнитуру можно использовать. Стандарт это, или классика, да, это черные маленькие глазки. И просто черный носик. У нее может быть такая мимика, самая мимишная, да. Но можно использовать и другие красивые глаза рисованные, которые мы очень часто боимся. Я помню, сколько бы я ни пробовала, вот по моему вкусу, да, сколько бы я ни пробовала здесь на ютубе брать цветные глаза, мне кажется, что я везде попадала в точку, кроме одной. Вот, одну игрушку я вязала,
пупса в желтом, я его делала на немецком языке. И там я взяла эти желтые глаза, но они, знаете, когда для пупса они подходят, у него и взгляд такой. Там можно посмеяться немножко с этой игрушки, да. Но, например, второй раз я бы уже такую игрушку с такими глазами бы не связала. Это вот один единственный пункт, где бы я сказала, что я вот не попала в точку с цветными глазами. Вот. А, например, одного медвежонка, то, что я вязала здесь такими глазками, такими с ресничками, да, ну там вообще прям пупсик пупсиком. Вот. Ну ладно, тогда вяжем сейчас 8 рядов без изменений и потом будем здесь фантазировать.